iOS 26.4 Beta 2 уже доступна и на первый взгляд кажется проходной. Но на самом деле это обновление меняет одну очень важную вещь – безопасность переписки между iPhone и Android. И да, новой Siri здесь по-прежнему нет. Сегодня разберем все изменения iOS 26.4 Beta 2, что реально добавила Apple и стоит ли устанавливать вторую бету. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали. Смотрите до конца. Есть нюансы, которые многие даже не замечают. А также, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, заходите в наш Telegram, ссылочка в описании. Главное изменение – это шифрование RCS. Самое важное нововведение iOS 26.4 Beta 2 – расширенное тестирование сквозного шифрования между iPhone и Android. Если в первой бете шифрование работало только внутри экосистемы Apple, то теперь Apple тестирует защиту и для переписки с Android. В зашифрованных диалогах появляется значок замка. Пока функция работает не у всех. Многое зависит от оператора. И в финальном релизе iOS 26.4 ее может еще не быть. Но направление очевидно. Apple усиливает безопасность общения. Apple меняет логику бета-обновлений. Теперь важный момент для тех, кто любит тестировать беты. Если вы включили получение бета-версий, но не устанавливаете их в течение 4 месяцев, iPhone автоматически вернется на публичную ветку релизов. Это защищает устройство от забытых тестовых конфигураций. Небольшое изменение, но очень логичное. Новые параметры универсального доступа. В разделе «Экран и размер текста» появилась новая опция «Уменьшить эффекты выделения». Она снижает яркость визуальных акцентов вокруг кнопок и слайдеров. Интерфейс становится спокойнее и менее стеклянным. Для кого-то это мелочь, а для кого-то спасение для глаз. Интерфейсные правки, которые многие не заметят. Apple продолжает шлифовать систему. Строка поиска в приложении «Игры» вернулась наверх. В App Store вкладка «Поиск» интегрирована в нижнюю панель. Строка поиска закреплена сверху. Надпись Apple Account теперь оформлена в едином стиле. Это не революция, но система становится более цельной. Liquid Glass и темная тема в iOS 26.4 Beta 2. Меню редактирования главного экрана стало более прозрачным. Эффект Liquid Glass теперь выглядит легче. А в пункте управления всплывающие меню в темной теме действительно стали темными. Мелочь? Да. Но именно из таких мелочей и складывается ощущение качества iOS. Маленькая, но полезная деталь. Теперь при установке обновления можно нажать на его название и увидеть номер сборки прямо в процессе установки. Это особенно удобно для тех, кто следит за каждой бета-версией. Ну а где же новая Siri? А здесь главный вопрос. iOS 26.4 Beta 2 снова выходит без умной Siri. Похоже, что Apple либо серьезно дорабатывает ее, либо перенесет часть функций уже в iOS 26.5. Пока вторая бета — это не про вау-функции. Это про безопасность, аккуратную доработку интерфейса и подготовку к более крупным изменениям. iOS 26.4 Beta 2 — это обновление без громких анонсов, но с важным шагом вперед в защите RCS, стабильности бета-ветки и единообразия в интерфейсе. iOS 26.4 Beta 2 – это обновление без громких анонсов, но с важным шагом вперед в защите шифрования переписки, стабильности бета-ветки и единообразия интерфейса. Если вы тестируете беты, обновление будет интересным. Если нет, возможно, стоит дождаться финального релиза. Напишите в комментариях, будете ли вы устанавливать iOS 26.4 Beta 2, а также ждете ли вы новую Siri или уже потеряли надежду. Друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор следующих бета-версий iOS 26.4. Пожалуй, на этом все. С вами был IT-Dog. Всем желаю удачи и пока-пока. А также, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, заходите в наш Telegram, ссылочка в описании.